большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкусный, ароматный, очень простой пирог с абрикосами. Здесь у меня 600 граммов абрикосов. 3 абрикоса я буду использовать для украшения пирога сверху, а остальные абрикосы я буду нарезать на небольшие кусочки, чтобы добавить внутрь пирога. Вы смотрите, конечно, по размеру своих абрикос, и если у вас мельче абрикосы, то берите 4-5 для украшения пирога сверху. Нарезаем абрикосы на такие вот небольшие кусочки. Для украшения пирога сверху нарезаю абрикосы на такие вот красивые аккуратные дольки. Но в принципе можно сверху тоже посыпать абрикосами, которые у нас нарезаны на кубики. Берем 2 яйца, добавляем четверть чайной ложки соли, пакетик ванильного сахара для аромата и также 120 граммов обычного сахара. Взбиваем до посветления и пышности. Вот посмотрите, до такого состояния у нас взбиты яйца с сахаром. Я добавляю сюда 2 столовые ложки растительного масла и взбиваю еще минуту все вместе. Для аромата натираю цедру половины лимона. Кстати, если вы хотите, чтобы пирог был очень сладким, то добавьте больше сахара, 140-150 граммов. Добавляем 200 граммов сметаны, у меня жирностью 25%, она такая густая и очень вкусная. Сюда же добавляю 200 граммов муки и чайную ложку с большой горкой разрыхлителя. Перемешиваем 1-2 минуты до полной однородности. Тесто готово, оно получилось вот таким вот достаточно густым. Тесто я попробовала, оно очень вкусное и, конечно же, особую нотку ему придает цедра лимона. Сегодня я хочу испечь пирог в вот такой вот форме диаметром 26 сантиметров. Так как она неразъемная, я буду использовать пергамент, выстилать все внутри. Если же вы будете использовать разъемную форму, то, конечно, тоже дно выстелите пергаментом, чтобы вам было проще потом достать пирог из формы. И стенки тоже смажьте сливочным маслом и можете немножко посыпать мукой. Я смазываю пергамент сливочным маслом. В тесто добавляем абрикосы и аккуратно перемешиваем. Долго не перемешивайте. Если у вас абрикосы очень мягкие, то добавьте к ним чайную ложку крахмала и перемешайте. Крахмал лучше всего брать кукурузный, потому что он не чувствуется в выпечке. Выкладываем тесто в подготовленную заранее форму. Очень вкусно пахнет и выглядит аппетитно. Распределяем равномерным слоем по всей форме. Какой красивый пирог. Сверху выкладываю абрикосы, которые я нарезала специально для украшения пирога. Но, как видите, он и так очень у нас красивый, и можно его не украшать. Можно просто посыпать сверху нарезанными орешками или вообще ничем не посыпать, просто сахаром с корицей также можно еще посыпать. Вариантов много, то, что любит ваша семья, то и делайте. Можно сделать штрейзельную крошку из сливочного масла, муки и сахара и тоже посыпать, чтобы он сверху был такой вот пушистый и симпатичный. Разогреваем духовку до температуры 180 градусов. Отправляем в духовку уже прогретую до температуры 180 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции, ориентировочно на 40-45 минут. Пирог должен зарумяниться. Также готовность вы можете проверить при помощи деревянной шпажки. Она должна выходить полностью сухой, без остатков сырого теста. Посмотрите, какой у нас красивый пирог. Хочу вам показать, что он полностью пропекся. Шпажка абсолютно сухая. Пахнет очень вкусно. И какой он получился солнечный и симпатичный. Посмотрите, какой он чудесный. Я и хотела, чтобы он был невысоким. Получается, у нас здесь вот такая красивая румяная корочка. Снизу тоже румяная корочка. А внутри просто абрикосовое наслаждение с очень вкусным тестом. Сверху можно слегка присыпать сахарной пудрой, чтобы подчеркнуть, насколько красивым у нас получился пирог. Посмотрите, какой он мягкий, нежный,
Вот эта корочка у нас получилась хрустящая, а внутри он не гусенький. Посмотрите, какой красивый пирог. С этой стороны в разрезе видны абрикосы. Здесь тоже, посмотрите, какая красота. Он получился достаточно высоким. Можно даже еще больше формы взять, чтобы прям потоньше был сам слой. И при этом у вас везде будут абрикосы и тесто. Какая красота. Тесто очень вкусно пахнет абрикосами и лимонной цедрой. Обязательно попробуйте это сочетание. Пирог получился класснейший, в меру сладкий. Если хотите, чтобы тесто было отчетливо сладким, добавляйте больше сахара, 140-150 граммов. В этом же исполнении тесто получается слегка сладким, идеально сочетается с кисло-сладкими абрикосами и оттеняется цедрой лимона. Обязательно пробуйте, потому что сейчас сезон абрикос. Посмотрите, как красиво это выглядит и готовится очень просто. Всем пока, до новых вкусных рецептов!